Здорово, бродяги, с вами Томми. Сегодня суббота, прекрасная погода, и я позвал людей на небольшую битву кроссоверов. Итак, приехал Lexus RX 300 и Nissan X-Trail, а также внезапно Honda Africa Twin. Ну и позже, уже ближе к концу, подтянулся Mitsubishi Pajero Sport второго поколения. Теперь чуть поподробнее о самих машинах. У Lexus 3-литровый V6 на 230 сил и 300 момента, автомат, обычный гидротрансформатор и никаких внедорожных помощников. У Nissan 2-литровый мотор на 140 сил и 200 момента, а также главный враг на любом бездорожье – вариатор. Однако у Nissan были имитации блокировок, которых не было у Lexus. Ну и владелец Nissan практически не имел опыта езды вне дорог. Резина на обеих машинах стояла АТ-шка, однако у Lexus она чуть большего размера. Также на мероприятии наблюдается бешеный ажиотаж, и помимо нас приехало аж целых 2 машины и 1 мотоцикл, то я думаю, что главными героями этого видео будут они. Toyota так постоит на всякий случай и на случай какой-то эвакуации, а ребята будут показывать все, на что они способны, и на что способны их машины. На самом деле я просто боюсь, что это застрянет и проиграет. Вот, погнали! Первым препятствием была выбрана этакая чаша с крутым спуском и последующим крутым подъемом. Стартовали довольно осторожно, потому что мы сами тогда еще не понимали пределы геометрической проходимости автомобилей, ну и первым вызвался поехать владелец Lexus, который не испытал никаких проблем ни со спуском, ни с последующим подъемом. Единственное, в конце он немножко чиркнул защитой. Спускался Nissan крайне осторожно и никаких проблем со спуском не имел. Однако первый же подъем и первые трудности. Как только машина потеряла накат, вариатор перестал тянуть, и все. ЕСП была выключена, однако заехал Nissan в итоге только со второго раза, взяв небольшой разгон. Хорошо. Затем владелец Lexus нашел, пожалуй, самую крутую горку из всех, которые там были, и решил заехать в нее. В первый раз у него получилось не очень высоко, но затем со второго раза он доехал до самого верха. И потихонечку назад. А вот Nissan, опять же из-за вариатора, даже до середины не смог подняться. Машина просто отказывается ехать, несмотря на то, что электронные помощники стараются прокручивать одновременно все 4 колеса, и это видно, но машина просто не едет. И еще одна горка. На этот раз даже менее крутая и менее длинная, чем предыдущая. Однако мы снова видим, как Nissan не может ехать, как только машина теряет инерцию. Приходится откатываться назад и брать разгон. Lexus тем временем совершенно без проблем на небольшом газу спокойно въезжает. Все-таки мощность и гидротрансформатор вообще решают. Вообще, если честно, я оказался довольно приятно удивлен геометрической проходимостью этих двух паркетников. Я ожидал того, что они будут шкрябать бамперами нищим вообще на каждой кочке. Однако же нет. В принципе, за исключением Nissan с его очень длинным задним свесом и низким бампером, машины практически нигде и ничем не цепляли. Дальше последовало препятствие, которое выглядело поначалу совершенно непроезжаемым. Однако владельцы кроссоверов решили рискнуть. Первым по традиции вызвался Lexus. Lexus прошел внезапно вообще легко, нигде ничем не чиркнул и на первой передаче спокойно выехал наверх.
Способность Ниссана выехать из этой ямы вызывала большие сомнения, однако и у него проблем не возникло. Если честно, я был сильно этим фактом удивлен. Я ожидал, что он там останется и его придется вытягивать. Ну а теперь небольшая демонстрация того, почему Toyota не участвовала в зачете этого дружеского соревнования. Пока мы катались по буеракам, приехал Mitsubishi Pajero Sport второго поколения. Дизельный на шоссейной резине. В этой дуэли кроссоверов он участия тоже не принимал и приехал просто, чтобы потренироваться и привыкнуть к машине, потому что он только-только ее купил. И этой дружной компанией мы поехали по окрестностям в поисках еще каких-нибудь препятствий, где можно было засадить и испытать машины ребят. Вообще в тот день прогнозы погоды обещали дожди, на которые я очень надеялся. Я ждал, что будет скользкая грязь, какая-нибудь глина, мокрая трава, короче, все будут буксовать и закапываться. Однако светило солнце, было жарко, естественно, все высохло и вообще ни о каких лужах или грязи речи не шло. Поэтому только заехав довольно глубоко в местный лесок, мы нашли единственный заслуживающий внимания участок с грязью. Паджерик данное препятствие преодолел вообще легко. Lexus тоже справился, однако из-за того, что осторожничал в начале, практически словил диагоналку, вывесив переднее левое и правое заднее колесо. И только чуть-чуть поддав тоску, он выехал. Ну а Nissan, поддерживая пусть и небольшую, но постоянную скорость, проехал без проблем. Последним препятствием был небольшой гребень холма, в который надо было въехать слегка по диагонали. Паджерик и Lexus ехали вообще без проблем. А вот у Ниссана снова возникли трудности, и опять из-за вариатора. Мы пришли к выводу, что подобные препятствия на Ниссане можно брать исключительно ходом, в противном случае вариатор ехать просто не дает. Только скоростное преодоление препятствий, только Niva Style, только газ в пол, только хардкор. Ну теперь надо бы подвести итог. Что можно сказать? Как мы с вами увидели, по сухой поверхности обе эти машины едут в принципе неплохо. Геометрической проходимости им хватает, артикуляции подвески тоже. И даже внедорожные ассистенты здесь в принципе не нужны. Ну, Lexus это показал, прекрасно справившись со всеми препятствиями без них. Lexus вообще приятно удивил. Проехал везде, почти не чиркал ни днищем, ни бамперами. Во все горки заезжал легко за счет сочетания мощного мотора и гидротрансформатора. С 2001 года с рестайлинга туда завезли еще имитации блокировок, VSC, по-моему, называется. А еще можно от американца воткнуть LSD-блокировку в задний диф и вообще всем остальным кроссоверам Кузькину мать показать. У Nissan, конечно, были проблемы из-за вариатора. Вообще этот тип трансмиссии с оффроудом дружит меньше всех остальных, и даже внедорожные ассистенты особо не спасают. Да, самое важное это прокладка между рулем и сиденьем, а здесь водитель был неопытный. Однако и так понятно, что в горку машина просто отказывалась ехать. Вообще езда в натяг это беда всех кроссоверов. Даже на примере Lexus, который неплохо себя показал, видно, что как только он в неудачный момент остановился, у него вывесились колеса, и он с большим трудом продолжил движение. Да, кроссоверы могут уехать далеко, но только в Niva Style с нажатой в пол педалью газа, а как только они останавливаются, все, артикуляции нет, и машина просто садится, либо ловит диагоналку. Это как Nissan Pathfinder, который может на бездорожье наказывать всякие фулл-сайзы, но едет он только с полностью выжатым газом. А потом он едет с этим полностью выжатым газом в сервис, потому что там полмашины надо перетряхивать. То есть да, можно долбить на все бабки и уехать черт знает куда, но сколько в таком режиме проездит машина?
непонятно. Тем более кроссоверы, которые в принципе не очень рассчитаны на подобные нагрузки. Да, возможно, они походят и поездят в таком режиме даже довольно долго, однако я не думаю, что найдется большое количество владельцев, которые захотят проверить, насколько хватит их машины при таком режиме эксплуатации. Так кто же сегодня победил? Я думаю, очевидно, Lexus. Он везде проезжал легче, он меньше чиркал днищем и бамперами, ну а подъемы в гору вообще там и так все понятно из видео. Однако Nissan тоже молодец. И я думаю, что владелец, когда поднаберется опыта, сможет подобные препятствия тоже проезжать без особых затруднений. Однако в конкретно этой покатушке, в конкретно таких условиях Lexus был лучше. Поэтому победу я присуждаю ему. А все потому, что он Toyota. Ну и на этом, наверное, все, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Ну а пока.